Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о голубях. Что мы знаем о них? Голуби – всем привычные городские птички. Кто-то любит их кормить, а кто-то считает их городскими крысами. Как часто многим из нас в своей жизни приходится видеть голубей, и в то же время как мало мы о них знаем. Вся известная информация о наших курлычущих соседях чаще всего сводится к тому, что они питаются семечками и различными крупами, кто чего насыплет. Иногда нам некогда, да и незачем узнавать больше, думаем мы. Но ничего не мешает голубям жить рядом с человеком. Ведь интересно же наблюдать за их походкой. Голова двигается так, как будто птица в наушниках слушает какую-то крутую музыку. И всегда они готовы к какому-нибудь угощению в виде крошек или семечек. Вот так они и живут рядом с нами много лет. И как не поговорить о таких птицах и узнать о них много интересного. Поехали! И начнем мы с названия. Многие скажут, что тут думать, голубь от слова голубой. Но это не совсем так. Прославянское слово голубь является скорее параллельным, чем исконно родственным новообразованием по отношению к латинским словам Колумбус и Коломбо, что в переводе означает голубь. Сходство и вместе с тем отличия прославянских и пролатинских форм есть, но они были образованы во время тесного контактирования людей, говоривших на разных языках. И самое интересное в том, что голубой цвет произошел от птицы, а не наоборот. И это случилось не так давно. Сначала голубым называли сизый цвет, что и логично, судя по окраске птицы. Но с 18 века этим словом стали обозначать светло-синий цвет. И это история о самом распространенном сизом голубе. На самом деле в голубином семействе около 300 видов, куда входит 41 род птиц. К семейству относятся голуби и горлицы, широко распространенные по всему земному шару, кроме Арктики и Антарктики. О горлицах мы обязательно поговорим отдельно, а сегодня мы рассмотрим род так называемых настоящих голубей, куда входит около 30 видов, и расцветка у них отличается. Давайте посмотрим на некоторых из них. Белозатылочный голубь, эфиопский голубь, аргентинский, оливковый, канарский, нильгирийский голубь, крапчатый, гималайский, черно-японский голубь, черно-белый, белогрудый голубь, бурый голубь, вяхерь или вытютень, клинтух и знакомый всем сизый голубь. И о 4 последних мы поговорим поподробнее, так как они более распространены на обширных территориях Евразии. Бурый голубь – это азиатский вид птиц, обитает в низинных и предгорных районах южного и юго-восточного Казахстана и Средней Азии от восточного побережья Аральского моря до озера Зайсан, восточных частей Ферганской долины и юго-западного Таджикистана. А вот группа лесных голубей отличается от остальных. Наиболее крупный из лесных голубей, живущих в Евразии, вытютень или вяхерь. Он гораздо крупнее сизого и весит около 600 грамм. В лесу предпочитает густые заросли, держится в густых кронах деревьев. Вяхерь – птица осторожная, но выдает себя криком. В определенное время года с ней можно встретиться в поле. Вяхерь собирает семена. Да и в большом городском парке его иногда можно встретить. Окраска вяхеря в общем сизая, грудь розовато-серая, по бокам шеи и на крыльях хорошо заметны даже на расстоянии белые пятна. Эта птица селится в ельниках, произрастающих на сухих возвышенных местах, хотя может быть встречена почти в любом лесу. Несмотря на то, что вяхерь относится к роду голубей, он по многим признакам оказывается ближе к горлицам. Другой лесной голубь – это клинтух. Он меньше вяхеря, тоже живет в лесу и тоже достаточно осторожен и скрытен. Гнезда делает не по-голубиному, в дуплах. Клинтуха отличает темная поясница, размытость полос на крыльях, светлая почти белая окраска клюва и более стройное телосложение.
Голос его хриплый, двухсложный, мало чем напоминающий всем известное бесконечное воркование голубей. Но главное, чем выделяется клинтух, это то, что птенцов он выводит в дуплах. Основные места гнездования клинтуха – старые парки с дуплистыми дубами и липами, а в естественной тайге – участки с перестойным сосняком, где легче всего найти дупло крупного дятла жилны, главного поставщика квартир для клинтуха в лесах северного типа. И, наконец, сизый голубь. Причем их можно смело разделить на два типа. Это дикие сизые голуби и синантропные голуби, проживающие рядом с людьми. Дикие сизари по своей внешности однообразны и имеют одинаковый сизо-серый окрас, что продиктовано условиями выживания и в целях безопасности позволяет слиться со всей стаей. В то же время среди городских сизых голубей встречаются особи, имеющие существенные отличия в окраске оперения. Среди других видов голубей сизый считается крупной птицей, уступая по размерам только вяхерю. Длина тела достигает до 35 см, размах крыльев до 60. Голуби – прекрасные летуны, отдельные представители настоящие акробаты, могут выполнить целую серию сальто не только в воздухе, но и на земле. Масса может доходить до 400 грамм. Окрас оперения светло-сизый с металлическим зеленоватым или пурпурным отливом на шее. Крылья широкие и заостренные к концу. Имеют две четко выраженные поперечные полосы темного цвета, а надхвостье белого окраса. В области поясницы находится примечательное светлое пятно размером около 5 см, которое заметно при раскрытых крыльях птицы. Лапы голубя могут быть от розового до темно-коричневого цвета, иногда с небольшим оперением. На лапах присутствуют пальцы. 3 заканчивающихся коготками обращены вперед, а 1 назад. Причем дикие сизые голуби не могут садиться на деревья. Они в основном селятся в горной местности, на скалах, в трещинах или пещерах. Городской же сизый голубь научился садиться на ветку дерева, а также на карниз или крышу дома. Но это еще что. Все мы знаем, что голубь неплохо передвигается по земле. Ему летать-то особо и не нужно, особенно городским. И если присмотреться, то ходит он действительно странно. Существует много гипотез по поводу того, почему при ходьбе голуби кивают головой. Некоторые полагают, что на самом деле эффект кивка создается визуально, а на самом деле птица ею не шевелит, двигая только телом. Но это уже из теории голубиного заговора. Или голова, или туловище. После этого можно начать неосознанно кивать и нервно моргать самому. Но все-таки основной причиной особенности голубиной походки иногда объясняют необходимостью удерживать равновесие тела. С этой целью мелкие птички обычно прыгают, а крупные ходят в развалочку. Если же человек использует для равновесия руки, размахивая ими из стороны в сторону, то наш сизый друг качает головой туда-сюда для той же цели. Например, орлы кивают головой для равновесия, но это не настолько бросается в глаза, потому что они двигаются очень вальяжно, спокойно и равномерно. Многие спросят, но когда голубь стоит, он отлично держит свое равновесие. Ноги у голубя относительно крепкие, а растопыренные пальцы с когтями отлично поддерживают птицу. Но мы же, когда стоим, тоже не машем руками, хотя у всех по-разному. И на месте голубя можно задуматься, кто из нас ходит странно? Он, грациозно качая головой, или люди, беспорядочно и неосознанно махая своими длинными передними конечностями? И пока голубь смотрит за нами, мы сами ему посмотрим в глаза. Глаза имеют оранжевую, желтую или красную радужную оболочку. Но глаза у голубя не так просты, как кажутся. Они способны отличить все оттенки цветов, которые доступны человеческому глазу, а также ультрафиолетовый диапазон. Голубь видит быстрее человека, так как его глаз способен воспринимать 75 кадров в секунду, а человеческий только 24. Глаз сизого голубя не может быть ослеплен внезапной вспышкой или солнцем, благодаря соединительной ткани, обладающей свойством своевременно менять свою плотность. Клюв черный, со светлой восковицей у его основания. По цвету городские сизые голуби, как я уже сказал, более разнообразны, чем дикие. В настоящее время в соответствии с цветовой гаммой их
их различают до 30 видов. Встречаются среди них сизые голуби с коричневыми и белыми перьями. По всей видимости, это является результатом скрещивания уличных сизых голубей с одномашненными породистыми голубями. А молодые птицы в возрасте 6-7 месяцев имеют не такое яркое оперение, как взрослые голуби. Слух, как и зрение, у сизаря хорош. Он способен улавливать звуки с низкими частотами, недоступные человеческому восприятию. Петь голубь, как многие птахи, не умеет. Зато воркование – характерный голосовой признак, которым обладает сизый голубь. Поговорить на своем языке он любит. Особенно в брачный период поведение птиц всегда сопровождается глухим раскатистым урчанием, направленным на подзывание самочек. У голубиц и во время высиживания потомства воркование звучит намного мягче, а вот птенцы не способны издавать настолько оригинальные звуки. Чаще всего они просто щелкают клювом, либо шипят. Во внешности большинства видов голубей половой диморфизм никак не выражается, только особи мужского пола иногда немножко больше, чем женские. В остальном отличить визуально самца и самку практически невозможно. Исключением являются некоторые экзотические виды, у которых цвет оперения женской и мужской особи могут различаться. Например, у самца куриного белогорлого голубя грудь белая, а у самки она имеет желто-розовый оттенок. Проще всего отличить самца от самки по поведению в период паровки. В это время голубь активно кружится, воркует, надувает зоб, а голубка ведет себя более спокойно, как бы плавает на хвосте. Голуби очень падки на еду, и ее поиски занимают у них большую часть дня. Ради корма птицы могут ежедневно пролетать до 50 километров. Голуби предпочитают растительную пищу. В редких случаях в их рацион входят мелкие насекомые и беспозвоночные. В диких условиях пернатые питаются семенами трав, плодами деревьев, ягодами. Не брезгуют они и простой зеленой травой. Примечательно, что голубь поглощает мелкие ягоды и плоды целиком, съедая мякоть, а семена выплевывает. Самым любимым лакомством голубей являются зерна злаковых – ячмень, пшеница, кукуруза и овес. Корм эти птицы обычно собирают с поверхности земли или срывают с растения. Самыми неприхотливыми в еде являются городские голуби. Сизари из-за недостатка природных кормов питаются преимущественно бытовыми отходами. Проще всего добыть пропитание в людных местах, поэтому самое большое скопление этих пернатых наблюдается в парках и на площадях. Несмотря на то, что такая пища для голубей считается вредной, сизари охотно кормятся жареными семечками, печеньем, хлебом, а дадут шоколадку, съедим и шоколадку. Голуби очень много пьют, но в отличие от большинства птиц, которые захватывают несколько капель воды и запрокидывают голову, чтобы ее проглотить, голуби просто втягивают воду клювом. Этакий насос на ножках. Кроме близости воды, важным фактором для голубей, если, конечно, это не городские, также является наличие недалеко сельскохозяйственных угодий, чтобы птицы без проблем могли добыть себе пропитание. В городах эти полудомашние пернатые в качестве дома выбирают чердаки, колокольни, карнизы зданий. Голуби ведут преимущественно оседлый образ жизни, и перелетными являются только около десятков видов. А если все хорошо с пропитанием, то пора и размножаться. И голуби это любят. Брачный период начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. За это время пара обычно высиживает 3 кладки. Интересно наблюдать за брачными играми голубей. Самец пытается всячески привлечь внимание противоположного пола. Он громко воркует и раздувает грудь как можно больше, распускает хвост, как павлин, показывая себя во всей красе. Они целуются, почесывая или поглаживая друг друга по перышкам на голове. Когда партнер выбран, начинает исполнение характерного танца, который происходит прямо в полете, в небе. Самец и самка поочередно выполняют забавные кувырки через голову. Зрелище очень красивое, интересное и завораживающее. Многие спросят, а почему никто не видел птенцов-голубей? И как они выглядят? Люди, которым по каким-то причинам приходится часто бывать на чердаках многоэтажных зданий, наверняка могли бы кое-что сообщить нам про голубиных деток. А 100 лет назад, когда хозяйки сушили на чердаках белье, а мальчишки играли в прятки, многие над таким вопросом только посмеялись бы. Мир изменился, и люди в погоне за счастливой жизнью перестают замечать окружающий мир. Не каждый человек в наше время вообще увидит в природе птенцов птиц. Цыплята и утята не в счет.
Тут есть еще один нюанс. Птенцы у птиц делятся на птенцовых и выводковых. У последних птенцы вылупляются из яйца вполне сформированными, одетыми пухом и способные самостоятельно отыскивать корм. Они тут же покидают гнездо, хотя еще долгое время следуют за своими родителями, которые их защищают и помогают отыскивать корм. У птенцового типа птенцы вылупляются из яйца, не до конца сформированными, голыми, слепыми, глухими и совершенно неспособными отыскивать корм. Этим они резко отличаются от выводковых птиц. Птенцовые птицы долгое время остаются в гнезде. Родители защищают их, согревают и выкармливают, принося пищу в гнездо. Дикие птицы обычно прячут свое потомство подальше от посторонних глаз, но многие делают гнезда на открытом воздухе на деревьях, и процент увидеть птенца возрастает. С голубями сложнее, они селятся в труднодоступных местах. Первые дни птенцы голубей похожи на самых обычных, крошечные, слепые, с редким желтоватым оперением. Но уже спустя 2 недели птенцы голубей приобретают сходство со своими родителями. Фактически через месяц после рождения птенцы голубей выглядят так же, как и их мама и папа. Они того же цвета и размера. Делаем вывод: найти трудно, а отличить еще труднее. Сами голуби хорошие родители и вместе высиживают и выкармливают птенцов. После спаривания, как правило, самка откладывает не более 2 яиц в заранее приготовленное гнездо, которое они в течение некоторого времени греют, по очереди сидят в нем, надолго не оставляя. Иногда можно наблюдать картину, когда голубь гонит голубку в гнездо. Видимо, боится, что она остынет. Пока самка сидит в гнезде, самец охраняет свое семейство от опасности. Птенцы вылупляются через 3 недели поочередно, с интервалом до 1 дня. Поначалу слепые и голые, но спустя несколько дней становятся зрячими и покрываются легким пушком. Тот, кто вышел из яйца первым, будет главным в выводке. Он по обыкновению наиболее силен, жизнеспособен, по размеру превосходит своего собрата по гнезду, громче пищит, требуя пищи. В момент кормления такой птенец успевает перехватить кормление и мамы, и папы, порой не оставляя ничего своему собрату. Поэтому птенец, вылупившийся последним, во всем отстает. Меньше по размеру, чуть слышно попискивает, получает меньше пищи и родительского тепла. Иногда такие особи гибнут, будучи задавленными более крупными птенцами или пораженными каким-нибудь заболеванием. Но это не правило, а скорее исключение. Естественный отбор в природе никто не отменял. Подросших детенышей родители учат питаться и летать самостоятельно, но продолжают кормить, порой не разбирая, где чей птенец. Иногда можно наблюдать картину, когда голуби кормят чужого детеныша, того, который рядом и просит корма. Бывает даже такое, что птенец превосходит по размеру свою маму, но она продолжает его кормить, когда только услышит писк. Они продолжают кормить подросших голубят и тогда, когда в гнезде уже лежит следующая кладка. Плодовитые, питающиеся любыми семенами и насекомыми. Голуби вызывали интерес у человека, как только он попробовал их мясо. Неприхотливых птиц разводили на мясо еще в Древнем Египте. Голуби легко приручались и привязывались к дому. Даже улетая далеко от голубятни, они всегда возвращались обратно. Люди стали использовать эту особенность голубей. Увозя голубя, человек учил его отыскивать путь к дому с все более и более удаленного места. После таких тренировок птица, даже увезенная за сотни километров, довольно быстро возвращалась обратно. Инстинктивные навигационные способности голубей помогают правильно определить направление к дому. Когда голубь прилетает в знакомые места, он находит дорогу к голубятне по ориентирам, которые запомнил во время тренировочных полетов. Отправляясь в военные походы или путешествия, люди брали с собой обученных голубей. Когда надо было передать домой сообщение, голубю на шею или к лапке привязывали записку и выпускали птицу. Голубь летел в родные края, и получателю сообщения оставалось только регулярно проверять почту, заглядывая в голубятню. Голубиная почта возникла, вероятно, еще в глубокой древности, в Египте и Месопотамии. В библейском сказании о всемирном потопе праведник Ной, спасшийся в ковчеге, выпускал голубя, чтобы узнать о конце потопа. Когда голубь вернулся к нему с оливковой ветвью в клюве, Ной понял, что потоп прекратился и земля высохла.
высохла. Эта добрая весть, принесенная славной птицей, стала залогом спасения человечества. Поэтому голубь считается добрым вестником. С ним связывают надежду и веру в будущее. А будущее возможно только в мире, где нет войны. Поэтому голубь считается символом мира и дружбы народов. Прообраз голубя, принесшего оливковую ветвь в ковчег Ноя, был изображен на рисунке Пикассо и стал символом Всемирного конгресса мира, созданного после окончания Второй мировой войны. А сколько пород голубей вывели селекционеры! Просто не сосчитать. Говорят, их до 1000, и это только известные. Английский крестовый, богемская космоногая, старая немецкая чайка, голуби-космачи чистые, белопоясные, московские монахи, королевские павлини, краснобокие краснодарские бойные, минские березовые, николаевские высоколетные, новочеркасские чернохвостые, орловские белые турманы, русские торкуты, смоленские турманы-грачи, чилики чернобокие, якобины. К тому же они подразделяются на категории: чистые голуби, короткоклювые турманы, статные голуби, высоколетные, бойные голуби, трубачи-барабанщики, гонные голуби, спортивные почтовые голуби, но и мясные породы. Голубеводство – это трудоемкое занятие, требующее немало затрат времени, сил, средств. Голубятники – это люди, не просто увлеченные этим занятием, они преданы ему, иногда забывая о себе. Может показаться, что это бесполезное увлечение, но это не так. Ни с чем не сравнить наблюдение за полетом этих прекрасных птиц, за появлением на свет и ростом птенцов, за сказочным превращением маленьких гадких птенчиков в прекрасных птиц. Наблюдая за голубями, живущими неподалеку, можно сделать вывод о том, что стайка голубей собой напоминает человеческое общество со своими иерархическими взаимоотношениями. В нем также есть лидер, который занимает главное положение среди остальных особей. Этот голубь своим поведением демонстрирует превосходство над всеми остальными. Он всегда прав, ему достаются лучшие кусочки пищи и более здоровые самочки. Понятно, что у людей все сложнее. Бывают дни, когда ты голубь, а бывают, когда ты памятник. Основные враги голубей в природе – это хищники, птицы, грызуны и змеи. В дикой природе ястреб – гроза голубей. Он отбивает от основной стайки свою жертву и нападает. Жертвой в данном случае может быть любой голубь, а не только больной или ослабленный. А для ослабленной птицы или молодняка опасна даже ворона. Какой хищник наиболее опасен для голубей, трудно сказать. Это зависит от места расположения их домика. Если он расположен в городе, то опасны будут городские животные – кошки, собаки и крысы. Некогда многочисленные дикие сизари, обитающие на скалах и горных ущельях у обрывистых берегов рек да по оврагам, долгое время были объектами спортивной охоты. Но люди чрезмерно увлеклись этим занятием, и сизарей значительно поубавилось. Их стало меньше за пределами городов, но в самих городах этих птиц пока предостаточно. Именно сизарей мы видим каждый день в наших дворах, парках и площадках. Городские голуби стали полудомашними, перестали бояться людей, привыкли питаться отбросами, ночевать в теплых чердаках, и в дикой природе им уже не выжить. Питающиеся со свалок городские голуби являются источником опасности для здоровья человека. Могут переносить сотни болезнетворных микробов. Можно инфицироваться при непосредственном контакте с больной птицей, при вдыхании частиц слизи пуха голубя, высохших и превратившихся в пыль. Продукты жизнедеятельности голубей, голубиный помет, наносят вред жилым строениям, сокращая срок их службы, и дорогие сердцу автомобили также подвержены этому. Со зданиями понятно, жалко архитектуру, и нервную систему автолюбителей тоже нужно беречь, но с открытыми полигонами и свалками и вездесущим мусором точно виноваты не голуби. Не было бы в открытом доступе отходов жизнедеятельности человека, популяция голубей была бы в городе значительно меньше, и человеку нужно искать золотую середину, раз уж он в свое время приручил этих птиц, а не решать вопросы радикально. Случаи такие были. Некогда существовавшие
нападавшие странствующие голуби, которых истребили люди, вообще не мешали человеку, даже не жили непосредственно возле их жилищ, не истребляли их посевы, урожай, просто во время очередных кочевок из леса в лес пролетали очень низко и оставляли за собой большое количество помета на улицах и крышах города, вследствие чего и стали объектом отлова сетями, сбивания, после этого скормленные свиньям. Несколько миллиардов птиц исчезли полностью с лица земли. Возможно, голуби многих раздражают, путаются под ногами, гадят на машины, а особо везучим и на голову. Летают они так, как будто мы должны уступать им дорогу, меняя траекторию в самый последний момент. Но вопреки всему, мы продолжаем их кормить в парках, ломаем голову над загадкой, почему никто не видел маленьких голубей, и радуемся, что сменили голубиную почту на более надежную. Но если приглядеться и задуматься, голуби внесли свой огромный вклад, пусть и неосознанно. А кто в детстве не гонялся за голубями? Многие. Будучи маленьким карапузом, погонишься за ними, чтобы поймать хотя бы одного, но догнать не можешь. Голуби проворнее. И как только догнал, вот-вот он у тебя в ладошках, вся огромная стая взмывает в небо. И ты думаешь, ну все, игра закончилась. Но нет, добродушные голуби возвращаются обратно. И все повторяется снова и снова. Глядя на них в городских парках и за подрастающими детками, мы учимся видеть красоту, ценить природу, заботиться и оберегать братьев наших меньших. Наблюдая за поведением голубей, мы учимся заботиться друг о друге, помогать младшим и окружающим. Рядом с ними проблемы отступают на второй план и воспринимаются не так остро. И хотелось бы, чтобы человек не забывал о такой птице, как голубь, ведь эта птица – символ мира. Мира на всей земле. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.